Несколько недель назад мой друг потерял все свои проекты. Над некоторыми из них он работал годами. Это заставило меня задуматься, а что, если бы это случилось со мной? Поэтому я решил рассказать, как защитить свои данные. Я знаю, что это звучит немного пугающе, но поверьте мне, это проще, чем кажется. Я шаг за шагом расскажу вам о различных способах резервного копирования. И обещаю, что это будет интересно и увлекательно. Всем привет, меня зовут Андрей Поломарчук, подписка лайк, помчали. Способов клонирования и резервного копирования огромное множество. Я покажу два, на мой взгляд, самых простых, эффективных и абсолютно бесплатных способа. В первом варианте я буду использовать загрузочную флешку. Подсказки, как ее подготовить, и краткий обзор вы можете посмотреть где-то тут. Второй вариант подойдет тем, у кого компьютер еще более-менее, но хоть как-то работает. И там я не буду использовать загрузочную флешку и сформирую клон прямо из-под действующей системы. Запускаю реаниматор, жму пуск, перехожу в программу WinPE. Выбираю первую категорию бэкап и восстановление. В открывшемся списке выбираю программу Acronis True Image. Откроется окно, в котором будут предложены несколько вариантов резервного копирования и восстановления. Спускаясь в конец списка, перехожу в раздел «Инструменты и утилиты». Выбираю клонирование диска. Откроется окно с возможностью выбора режима клонирования. Первый режим – автоматическое клонирование. Целевой диск будет абсолютной копией исходного. После завершения процесса все, что нужно будет сделать, это отключить исходный диск и вместо него установить диск, на который производилось клонирование. Выбираю этот режим, жму «Далее». Откроется окно, в котором необходимо выбрать исходный для клонирования диск. Выбираю, жму «Далее». Запустится процесс подготовки, который в зависимости от количества разделов и объема данных может занимать достаточно продолжительное время. После завершения процесса будет предложено выбрать целевой диск, на который будет производиться клонирование, а исходный диск станет недоступен для выбора. Для примера я выберу флешку. Вам же необходимо выбрать новый жесткий диск с достаточным для клонирования дисковым пространством. Жму «Далее». В моем случае на флешке уже есть разделы, поэтому программа предупреждает, что все ее содержимое удалится, а разделы перезапишутся. Я отменю операцию. У вас же после завершения форматирования и разметки появится кнопка «Приступить». После завершения процесса вы получите абсолютную копию диска вплоть до расположения ярлыков на рабочем столе. Теперь все, что нужно сделать, это отключить старый диск и на его место поставить новый с уже клонированными данными. Возвращаюсь назад, и следующий режим, в котором мне Acronis предлагает сделать клон диска, это ручной режим. Позволяет перед началом клонирования перенастроить разделы. Я рекомендую все сделать в автоматическом режиме, а работу с разделами, разметку и так далее производить другими программами. О работе с разделами жестких дисков я буду рассказывать в своем следующем видео. Не пропусти. Следующий вариант подойдет для тех, кто пока не планирует менять жесткий диск, но есть необходимость создания резервной копии данных или самой операционной системы. Главное отличие от предыдущего варианта в том, что мы получим не загрузочный клон диска, а архив с выбранными дисками и разделами, которые в будущем в любой момент я смогу развернуть на другой диск. Перехожу в раздел «Резервное копирование». Далее резервное копирование дисков и разделов. Откроется окно, в котором будут отображаться все диски и разделы, имеющиеся на компьютере, включая внешние диски и флешки. По умолчанию будет выбран раздел C и загрузочные разделы. Остальное можно добавить в архив на свое усмотрение, но следует помнить, чем больше архивируемых томов, тем больше места займет конечный архив. Оставляю как есть, жму «Далее». На этом этапе необходимо выбрать место для хранения будущего архива. Я выберу диск D. Вам рекомендую выбрать внешний диск. Для генерации имени файла достаточно нажать кнопку «Создать имя», жму ОК и кнопку «Далее». Следующим шагом нужно сразу же нажать кнопку «Приступить» и начнется процесс архивации. Или перейти в параметры и выполнить дополнительные настройки. Первая настройка — это выбор метода. Подробно рассказывать не буду, здесь все достаточно понятно расписано. Я поставлю полное копирование, жму «Далее». Эту настройку пропущу, жму «Далее». В этой настройке, если вы хотите защитить резервную копию паролем, Acronis предоставляет такую возможность. Жму «Далее». После завершения копирования мы получим образ системы и выбранных данных. Сейчас я покажу, как восстановить систему и данные из резервной копии Acronis. Для этого переходим в раздел «Восстановление», кликая правой кнопкой мыши на образ с резервной копией и выбираем «Восстановить». Откроется окно, где будет предложено два метода восстановления. Первый вариант чаще всего используется для восстановления поврежденных данных на дисках и отдельных разделов.
Второй вариант позволяет восстановить данные из образа даже на чистый новый диск. Для этого в разделе «Восстановить данные из архива» необходимо выбрать новое расположение и указать чистый загрузочный раздел. Далее жмем «Приступить» и ждем завершения процесса. Следующий способ резервного копирования и клонирования дисков подойдет в случае, если ваш компьютер прекрасно работает, но вы решили перестраховаться и на всякий случай сделать клон системы, или появилась необходимость сделать несколько компьютеров с одинаковыми настройками. Для этого переходим по ссылке в описании на официальный сайт Acronis. Пишу обязательно действующую почту, на нее придет ссылка для скачивания пробной версии программы. Открываю письмо и жму скачать 30-дневную версию для Windows. После установки и запуска программы откроется стартовое меню. Первая резервная копия будет называться по имени компьютера. Если перейти по вкладке «Переименовать», можно присвоить копии свое название. Большая часть функций в этой версии совпадает с предыдущей, но отличия все же есть. Перехожу в раздел, в котором нужно выбрать, что собственно мы собираемся копировать. И тут будут предложены те же самые варианты, поэтому подробно останавливаться на них я не буду и сразу перейду к выбору хранилища. В открывшемся окне появится три варианта. Первый вариант – сохранить образ резервной копии в облачное хранилище. Шикарнейший вариант, дает много преимуществ, но есть один существенный недостаток – это функция платная. Далее можно сохранить копию на внешнем жестком диске. На мой взгляд, это самый лучший из предложенных способов. Используя третий способ, вы сможете сохранить резервную копию на компьютере, а потом уже перенести на внешний жесткий диск или загрузить в облако. В следующем видео я расскажу, как добавить место на жестком диске без удаления файлов и что делать, если флешка или жесткий диск не определяется системой. Благодарю за просмотр, всем пока!